What the hell is this? Брат, это новый рогалик. В смысле, прошло уже 3 месяца. В котором вы, играя с картошку, уничтожаете пришельцев. Да, не самая лучшая завязочка, но в любом случае хотелось бы вам рассказать про его. Для начала, здесь нет привычных этажей, как в Айзеке или ЕТГ. Вместо этого здесь волны. Их всего 12, и главной целью в них будет выжить. Каждую волну на вас будут нападать пришельцы, и ваш персонаж сам будет отстреливать их, что оставляет вас с управлением всего в одну руку. Я привык играть в другие игры одной рукой, но не важно. После убийства этих созданий из них может выпасть один из 3 предметов. Ящик с артефактом, еда, восстанавливающая ХП, или материалы, которые нужны для магазина и прокачки уровня. За каждый полученный уровень в конце волны игрок получит выбор между обычными улучшениями статов, будь то крит урон или уворот. И если вас не устроит выбор, вы можете обновить их за определенное количество материалов. С магазином же все интереснее. После конца раунда вы увидите мини-магазины. Здесь вы можете купить оружие и некоторые пассивные предметы, то есть артефакты. Вы также можете обновить товары или сохранить их до следующей волны. И еще все неподобранные материалы будут перенесены на следующую волну в виде бонуса. В игре много разнообразного оружия, начиная от камня, заканчивая ракетницей. И персонаж, за исключением редких случаев, может держать 6 разных его видов. Оружие можно выбрать в начале забега или купить и улучшить в магазине. Улучшить оружие вы сможете, пожертвовав его идентичной копией. Это увеличит статы и редкость оружия. Раз уж я сказал про оружие, стоит показать, на ком мы его будем использовать. Вот это есть 7 типов врагов. Обычный челик наносит контактный урон и медленно двигается. Если их много, могут задавить толпой, но поодиночке бессильны. Появляются с первой волны скоростные, почти как обычные враги, только быстрее. Появляются на второй волне. Черт, у него пушка! Это медленно двигающийся и, как вы уже поняли, стреляющий пришелец. Перед тем, как выстрелить, у него будет недолгая задержка, позволяющая вам уклониться от его снарядов. Появляется на 4-й волне. И еще большей скорости. Враг, который помимо быстрого движения теперь может дашиться. Этот вид врагов может достать вам небольшие неприятности, если у вас маленькая скорость. Ты ошибся дверью, дружок-пирожок. Это накачанная версия предыдущего пришельца, имеющая больше ХП и появляющаяся на 8-й волне. И хотя я поражен его эстетикой, от него стоит держаться подальше. Один из самых ужасных врагов, главной фишкой которого будет хил. И хилять он будет себя, так что его лучше устранить, как только вы его увидите. Появляется он на 10-й волне. И последний враг, которого врагом я не могу назвать, но это дерево. Самый безобидный из врагов, не наносящий урона. После смерти всегда дропает еду или ящик с артефактом. Может появиться на любой волне. И будет отмечен зелененьким крестиком. На данный момент доступно всего 15 персонажей. Некоторые из них могут использовать только определенный тип оружия или же держать всего одно оружие. У некоторых просто увеличиваются некоторые статы. Да, история в этой игре очень специфическая, и она умещается всего лишь в 3 строчки на странице в Steam. Вот что разработчик говорит о истории в этой игре. Космический корабль из мира картошки терпит крушение на планете пришельцев. Одинокий выживший, Протейта, единственная картошка, способна использовать 6 орудий сразу. Ожидая спасения, она должна выжить во враждебном окружении. В принципе, это все, что я могу сказать об этой игре. Хотя игра сейчас доступна только в бета-версии, она все еще заслуживает вашего внимания.